Вы годами занимаетесь, учите грамматику, зубрите слова, и у вас не получается. Проблема в том, что вы, как все, пытаетесь выучить язык. Это так не работает. Сознательно выучить язык невозможно, потому что мы им пользуемся бессознательно. Мозг хорошо заточен под что говорить. Сплетни, истории, анекдоты, но плохо заточен под то, как это делать. Лексика, правила, грамматика. Даже если вы профессиональный лингвист, вы никогда не контролируете лексику и грамматику, пока говорите. Мозг не думает над тем, как. Он думает над тем, что. Тот, кто не хочет это понять, будет страдать. Если бегун начнет думать не о направлении, а о том, как двигать и с какой силой сокращать мышцы ног, то все усложнится настолько, что он будет не бегать, а только спотыкаться и падать. Это именно то, что вам предлагает современная система образования, школа и университет. Долго, дорого, абсолютно бессмысленно. Выучить язык нельзя, но за год можно усвоить любой язык, если знать самую главную тайну профессии, самый, мать его, тщательно охраняемый секрет всех лингвистов. Готовы? Новый язык усваивается тогда и только тогда, когда вы уже понимаете смысл сказанного. У лингвистов это называется понятный вход, comprehensible input. Ваш мозг будет запоминать новый язык только в таких условиях, когда он уже понимает, о чем щебечут иностранцы. Как же понимать, если это новый язык и новые совершенно незнакомые звуки? Проще всего показать на двух примерах. It doesn't matter how long you've been learning a foreign language. Without comprehensible input, it'll be a waste of your time. Don't put the cart before the horse. You can't learn a new language, but you can easily acquire it. Все понятно? Я могу повторить 10-20 раз. Могу рассказать грамматику и правила построения этих фраз. Но поможет ли это? Даже если человек услышит 100 раз незнакомые ему фразы, это никак не поможет ему в усвоении языка. А теперь второй пример. This is my eye. This is my eye too. I have two eyes. One, two. I can close my eyes. I can open my eyes. This is my head. Head. I have one head and two eyes. One, two. I can turn. I can turn my head to the left. I can turn my head to the right. To the left, to the right. This is my left eye. This is my right eye. Совсем другая ситуация. А почему? Потому что в первом случае вы получили непонятный вход, а во втором случае вы получили понятный вход, comprehensible input. Во втором случае ваш мозг понял значение сказанного и смог связать новую информацию, незнакомые звуки, с уже старой существующей информацией у себя в голове. Нейронные связи на то и связи, что новое всегда привязывается к старому. Кстати, именно так вы и усвоили свой родной язык. Почему у людей не получается так же легко усвоить второй, иностранный язык? Потому что они пытаются его учить, а не усваивать. Люди делают то, что категорически делать нельзя. Они с первых занятий пытаются говорить, контролируя в процессе грамматику, лексику, кучу правил. Чудовищная нагрузка, которая перегружает мозг и мешает усвоению нового языка. Они делают то, что ни один носитель языка никогда не делал и не делает. Вы контролируете грамматику и лексику, когда общаетесь на своем родном языке? Нет, у вас бы мозг поломался. Вы делаете это бессознательно. Вы не думаете, а чувствуете, как говорить правильно. То, что я рассказываю, это теория американского профессора Стивена Крашена. Суперзвезда лингвистики, который в 80-е годы разработал теорию усвоения второго языка для новичков. Этот метод очень хорошо известен за границей, но он совершенно неизвестен у нас. И мне кажется, я понимаю почему. Потому что на нем сложно заработать. Много лет профессор работал с тысячами иммигрантов, которые изучали второй язык с нуля. Это известная американская программа для иммигрантов ESL, English as a Second Language. Так вот, ученый обратил внимание на одну закономерность. Попытки студентов говорить на новом языке не приводили к его усвоению. Как бы учитель не упрощал задания, все было бесполезно. Студенты буксовали, не понимали речь и не могли ей эффективно пользоваться.
Однако через 5-6 месяцев так называемого тихого периода, пока иммигранты молчали, не пытаясь говорить, наступал резкий прорыв, и постепенно все начинали говорить. Причем даже те, кто вообще не учили язык специально, например, дети. Как так? Почему? Потому что на протяжении тихого периода мозг получал достаточное количество понятного материала, и новые фразы и слова постепенно связывались со старыми ситуациями и объектами. То есть фактически мозг строил новую нейронную сеть, звуки, на базе старой, уже существующей нейронной сети объекты. То есть в голове возникла новая модель языка на базе старой картины мира. Важно понять, что говорить, пока у вас не сформировалась в голове готовая модель нового языка, нежелательно. Иначе вы и говорить будете как колхозник, и произношение у вас будет как у колхозника. Почему? Потому что объем вашей оперативной памяти, когда работает сознание, существенно меньше, чем объем вашей постоянной памяти, когда работает подсознание. Если загрузить в свое сознание слишком большой файл, такой, например, как иностранный язык, я бы даже сказал, это библиотека файлов, то ваша кукушечка перегрузится. Она начнет совершать ошибки и буксовать. Посмотрите мое видео «Как стать гением». Там я подробно рассказываю, как сеть оперативного покоя, наше подсознание, увеличивает суммарную вычислительную мощность мозга. Большой кусок, который невозможно усвоить сразу, подсознание дробит на маленькие кусочки и переваривает постепенно. Новый язык – это и есть тот самый большой кусок. Если вы действительно хотите выучить новый язык, то первое, что вы должны сделать, это замолкнуть на ближайшие полгода и потреблять, слушать новый язык в таком виде, чтобы вам было понятно, о чем они там щебечут. Как это сделать на практике без переезда в чужую страну? Нужно искусственно создать погружение в языковую среду с помощью YouTube. Каждый день нужно от 1 до 3 часов смотреть простой видеоконтент на новом языке. В начале лучше всего подойдут мультики для детей, потому что там простая лексика, которая всегда проиллюстрирована понятным видеорядом. Совмещая видеоряд со звуком, ваш мозг начнет формировать модель нового языка. Почему лучше вначале не смотреть фильмы и передачи? Потому что это слишком сложно. Входящий материал не должен сильно превышать ваш текущий уровень. Профессор Крашен называл это И+1. Правило И+1. Например, если вы смотрите фильм, это слишком сложно. Это И+3 или +4, и ваш мозг не может разобраться. А вот если вы смотрите, например, мультик, то сложность достаточная, И+1, и ваш мозг может разобраться, за что отвечают те или иные звуки. Сначала вы смотрите мультики и простые диалоги на нужном языке. Затем можно переходить к образовательным передачам для детей. Следующий уровень – это мультики и передачи для подростков. Только после этого вы сможете понимать простые лекции и передачи для взрослых. Образовательный контент, подкасты и лекции легче, чем развлекательный контент и фильмы. Профессор Крашен акцентирует внимание на том, что если пытаться говорить с первых занятий, одновременно складывая в голове лексику, грамматику и произношение, то это может ухудшить ваши результаты по каждому из этих направлений. Почему? Потому что вместо И+1 вы делаете И+10. Слишком сложно. Ваш перегруженный мозг взрывается, совершает ошибки и запоминает их. То есть вы учитесь всегда говорить с ошибками. Как лучше всего изучать грамматику иностранного языка? Никак. Гипотеза естественного порядка Крашена говорит о том, что язык усваивается постепенно в определенном порядке, от простого к сложному. Этот порядок никак не зависит от индивидуальных особенностей студента и не зависит от объяснений преподавателя. Иначе говоря, специально учить грамматику не нужно. Вы начнете естественно чувствовать грамматику тогда, когда загрузите в голову достаточное количество понятного входного материала. Возможно, вы не будете знать, как называется то или иное время или герундий, но вы будете правильно их использовать. Следующая важная вещь – это аффективный фильтр. Если ваше изучение языка вызывает страх или стыд, состояние аффекта, то усвоение языка тормозится. Вам неловко за свое произношение?
Не хотите выглядеть идиотом на занятиях? Поздравляю! Фильтр активирован, усвоение остановлено. Ваши действия по изучению языка никогда не должны вызывать негативные эмоции. Иначе, как разумный человек, вы научитесь избегать этих действий. Из этого можно вывести главное правило. Мы изучаем новый язык тогда и только тогда, когда получаем понятный материал в условиях отсутствия беспокойства за результат. Можно сказать еще проще. То, что вы слушаете, должно быть достаточно понятно и интересно. Можно ли использовать русские субтитры в иностранных видео? Нет, никогда так не делайте. Потому что мозг пойдет по пути наименьшего сопротивления и вместо усвоения нового языка научится ловко читать перевод. Можно ли использовать иностранные субтитры в иностранных видео? Это лучше, чем русские субтитры, но хуже, чем когда субтитров вообще нет. КПД выше, если вы понимаете материал без текстовых подсказок. Мультики наше все. Можно ли работать с учителями или репетиторами? Да, через 6 месяцев входа придет время практиковать выход, говорить. И вот тогда партнер для разговоров вам может пригодиться. Однако не для всех и не всегда. Например, я тренируюсь каждый день по 20-30 минут самостоятельно. Но это тема для другого видео. Профессору Крашину задавали неудобный вопрос про преподавателей, учебники и сервисы изучения языка. Почему он неудобный? Потому что есть конфликт интересов между теорией ученого и традиционной системой образования. Для молчаливого потребления контента специально обученные люди как бы не нужны. Ученый ответил так: ребят, нужны зацепки. Представьте, что вы поехали в Мексику на пару недель с нулевым знанием испанского. Да, вы в языковой среде, но много ли вы поймете за эти пару недель? Скорее всего нет, потому что входящий материал будет для вас слишком сложный. Мозг не сможет понять смысл, потому что нет никаких зацепок. Однако, если за пару недель до поездки вы выучили хотя бы 100-300 основных слов и фраз на испанском, то появляются нужные зацепки, и мозг может эффективно угадывать значение фраз и усваивать новый язык. Как повысить эффективность запоминания информации? Есть крутая книжка по этому поводу «Make it stick», «Запомнить все». В ней используются две ключевых идеи о том, как понять и о том, как запомнить информацию. Для того, чтобы понять информацию, нужно сравнить похожие модели и выявить общие правила, связи и различия. А для того, чтобы запомнить информацию, нужно использовать всего два инструмента. Активное изучение и интервальное повторение. Понимание информации нужно для физики или химии, но не для того, чтобы говорить. Почему? Потому что эффективность выше, если мы пользуемся языком бессознательно. А вот запоминание нам важно, потому что чем лучше оно работает, тем быстрее вы достигнете автоматизма и начнете пользоваться языком бессознательно. Активное изучение – это когда вы не видите правильный ответ и пытаетесь его вспомнить. А пассивное изучение – это когда вы видите правильный ответ и пытаетесь его запомнить. Сейчас мы знаем, что пассивное изучение не взлетает против активного. На то есть две причины. Во-первых, когда мы пытаемся отгадать, у нас больше нейронов вовлечено в работу. А чем больше нейронов вовлечено в работу, тем быстрее формируются нейронные связи. А во-вторых, пластичность мозга растет каждый раз, когда мы совершаем ошибки. Мы испытываем раздражение, вырабатываются определенные стрессовые факторы, которые способствуют перестройке нашего мозга, чтобы эта ошибка не повторялась в будущем. Если вы слушаете лекции по физике на родном языке, то это пассивное изучение, потому что вам не нужно ничего вспоминать, вы потребляете. А вот если вы слушаете мультик на английском языке, то это активное изучение, потому что вам регулярно приходится вспоминать значение тех или иных слов. Интервальное повторение – это когда вы регулярно повторяете информацию, постепенно увеличивая время отдыха между сессиями. Запоминание информации напрямую зависит от количества взаимодействия с этой информацией. В этом есть экономическая целесообразность, потому что размер нашей памяти ограничен. Важно то, что используется.
такое сохраняется. То, что не используется, неважно, такое забывается. Можно ли объединить активное изучение и интервальное повторение? Да, и самой популярной реализацией являются флеш-карты. Этот метод существует уже несколько веков, его используют для автоматизированного запоминания информации, которая не требует обдумывания. Формулы, языки, определения и так далее. Каждая карта имеет две стороны. На одной стороне пишется старая информация, на другой стороне пишется новая информация, которую нужно привязать к старой. Каждый раз, когда мы смотрим на старую информацию и пытаемся вспомнить, что же там находится на другой стороне, это что такое? Это активное изучение, потому что мы не видим правильный ответ, мы пытаемся извлечь его из своей головы. Больше нейронов в работе, лучше запоминание. Колоды карт очень удобно носить с собой для того, чтобы периодически доставать и просматривать. Что это такое? Это интервальное повторение. Потому что каждый раз, когда мы достаем карту из колоды, это является актом повторения информации. И с точки зрения мозга, значит, эта информация важная и ее нужно запомнить. В Google Play и App Store можно найти сотни приложений для работы с флеш-картами. Однако я пользуюсь самым лучшим, и это MemoDrema Self-Education App. Находим это приложение, скачиваем и открываем его с помощью своего аккаунта Google или Apple. Попадаем внутрь. Внутри есть как отдельные колоды для изучения карт по отдельным каким-то темам, а есть общий список, куда попадают все карты и колоды вместе. Это единый список всех колод и карт. Обучение происходит за счет пролистывания карт влево. Мы листаем и тем самым повторяем. Каждый раз, когда я вижу картинку, я пытаюсь отгадать, что находится на другой стороне. Строю предположение, проверяю себя, правильно я ответил или нет. Вижу вопрос, пытаюсь вспомнить, что на другой стороне. Старая информация, переворачиваю, вижу новую информацию. Ответил правильно, ответил неправильно. Что это такое? Это активное изучение, потому что я не вижу правильного ответа, я пытаюсь его припомнить, извлечь из своей головы. Это то, о чем мы говорили, активное изучение. Каждый раз, когда я стою в очереди, еду в метро, у меня есть свободные несколько минут, я вместо того, чтобы листать инстаграмчик, я листаю свои флеш-карты для того, чтобы запомнить нужную мне информацию. Что это такое? Тем самым это интервальное повторение. Потому что каждый раз по чуть-чуть, вместо того, чтобы страдать какой-то фигней, я страдаю какой-то полезной фигней. У вас, возможно, возникнет вопрос, а чем это приложение лучше, чем остальные? Думаю, многие уже догадались, что это я автор этого приложения, я его сделал, разработал, но это не главное его преимущество. У этого приложения есть два ключевых преимущества. Во-первых, это удобный сортинг, а во-вторых, это крутая библиотека. Удобный сортинг – это то, что нужно любому приложению, и даже если просто вы работаете с бумажными картами, это проблема. Потому что чем больше карт у вас в стопке, тем сложнее их повторять. В какой-то момент вам приходится группировать эти карты по различным кучкам, что повторять чаще, что повторять реже, что повторять очень редко. И это бесконечный процесс, который отнимает много сил и времени, потому что эти списки, эти кучки, они каждый день меняются по мере того, как вы изучаете карты. Это очень неудобно, долго и нудно. В данном приложении так делать не нужно, потому что тут есть естественный сортинг. Смотрите, если я смотрю на карту и смог ее припомнить, то я просто делаю смахивание вниз. Припомнил, смахнул вниз. Карта смещается ниже по списку, и такую карту я буду видеть реже, чем раньше. И чем больше смахивания вниз я делаю, тем ниже по списку карта улетает, ну и, соответственно, тем реже я буду до нее доходить, тем реже я ее буду повторять. Это такой естественный сортинг, который не отнимает много времени. Вам нужно запомнить
по сути два действия. Вы листаете влево для того, чтобы повторять информацию, и смахиваете вниз каждый раз, когда вы смогли вспомнить, что находится на противоположной стороне. Это мега удобно и интуитивно понятно. Теперь, что касается библиотеки. Заходим в библиотеку, и тут у нас огромный список интересного контента, который я создал сам. То есть у меня нет тут такой чуши, как там, знаете, там слова просто учить. Тут интересные книги, тезисы из ключевых важных книг, интересная информация, интересные идеи. Ну вот, например, список когнитивных искажений. Например, мы хотим изучить все ошибки в мышлении у людей на каких-то практических примерах. И вот как выглядит карта. На одной стороне написано диалог. Они выжили, потому что молились. Разве те, которые умерли, не молились? Это спрашивает другой человек. Соответственно, вот вам идет ситуация, соответствующая картинка, и вам нужно вспомнить и понять, о чем они говорят, что это за когнитивное искажение. Это когнитивное искажение называется ошибка выжившего. Но вы его не учите пассивно, да, как вот видите определение и что оно обозначает. Вы учите его активно, потому что вы видите ситуацию, и под эту ситуацию вы пытаетесь вспомнить определение. Это то, что в реальной жизни происходит. В реальной жизни никто вам не дает читать определение. Вам нужно понять, что это за ситуация, на что она похожа. И вот это максимально близко к реальной жизни. Это пример. Я сюда добавляю различные книжки. Вот, например, вы видите тут «Атомные привычки», «Эгоистичный ген Докинса» и моя любимая, конечно же, «Харари Сапиенс». Если вы хотите учить языки, тут есть 10 языков со звуковым помощником. Это значит, что вы сможете прослушать правильное произношение по всем карточкам, добавленным в эти колоды. Опять-таки, помимо библиотеки, вы можете сами создавать любые колоды и добавлять любые карточки в эти колоды. Вы, наверное, уже обратили внимание, что тут все на английском, поэтому давайте сделаем следующее. Промотаем вниз, нажмем на вот эту колоду и добавим ее в список на обучение. Это не быстрый процесс, он обычно отнимает порядка 30 секунд, потому что колода очень большая и очень сложная. Что это за колода? Это топ-100 самых популярных слов на английском языке. Это те самые зацепки, про которые я говорил. Топ самых популярных по частотности слов, зная которые, вам будет проще слушать мультики на английском языке. Помимо 100 самых ключевых слов, вы научитесь применять их, помимо всего прочего, еще и в контексте. Потому что эти слова, ну вот, допустим, тут слово какое? I am, быть, да? Но оно используется в какой-то конкретной фразе. То есть вы не учите отдельного сферического коня в вакууме, вы учите конкретную фразу, и это дает вам два преимущества. Во-первых, вы учите слово в контексте, и вы говорить будете в контексте, а не отдельными словами. А во-вторых, вы в конечном счете будете знать больше слов. Не 100 самых популярных, а условно 300-400 самых популярных слов на английском языке. Ну и вот у вас обучение. Вы листаете карты, смотрите старую информацию. На русском написано «пусть так и будет». Это старая информация. Вам нужно вспомнить, как это будет на английском. На английском это новая информация. И вы такой «let it be». Перевернули. Let it be. Можно проверить произношение. Let it be. Окей, все правильно. Я красавчик. Я вспомнил. Я ее смахиваю вниз, потому что я вспомнил правильный ответ на другой стороне карты. Я бы хотел чашечку кофе, пожалуйста. I'd like a cup of coffee, please. Проверяем. I'd like a cup of coffee, please. Я вспомнил, смахиваю вниз. Соответственно, карты, которые я смахиваю вниз, я их вижу реже, а те карты, которые вверху, я повторяю чаще. Таким образом происходит естественный сорсинг. И вот таким образом я изучаю информацию. Могу создать свои собственные колоды, могу добавлять колоды из библиотеки. В общем, очень много различных возможностей. В этом мобильном приложении есть бесплатная и премиум версии. Если вы не злоупотребляете количеством колод, количеством смахиваний и учите одновременно до 100 карт одновременно, то можно пользоваться бесплатной версией. Если вам нужно больше, тогда премиум. Итак, подведем итог. Для того, чтобы выучить любой иностранный язык, нужно первые 6 месяцев молчать
и смотреть понятный видеоконтент на этом языке. Лучше всего начните с мультиков. Длительность минимум 1 час, но стремитесь хотя бы к 3 часам в день. Чем больше, тем лучше. Если вам все равно сложно, тогда изучите несколько сотен самых популярных слов на ключевом языке с помощью активного изучения и интервального повторения. Ну а что делать после 6 месяцев, я расскажу в сюжете через 6 месяцев. Хорошо. У нас там рептилоид вернулся, поэтому в следующем сюжете он расскажет краткое объяснение человечества. Сюжет не рассчитан для людей, только для инопланетян. Но у меня на сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Я желаю вам удачи, успеха и да пребудет с вами сила, друзья.